Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас на канале не просто десерт, а настоящая находка для всех сладкоежек, у кого нет времени либо желания возиться на кухне. Представляю вам ленивый Наполеон из лаваша. Звучит интригующе, правда? Это очень легкий, но невероятно вкусный и эффектный десерт, который готовится буквально за считанные минуты. Минимум усилий и без сложных кремов. Идеальный вариант, когда гости уже на пороге, и вы хотите удивить их чем-то необычным. Так что устраивайтесь поудобнее, ставьте лайк авансом и поехали! Для этого волшебного десерта нам понадобится совсем немного продуктов. Лаваш 200 грамм, жирные сливки 300 мл, обязательно охлажденные, творожный сыр 150 грамм, сахарная пудра по вкусу. Ягодное пюре у меня из малины 300 мл и клубника 6-8 штучек для аромата и украшения, можно без нее. Первым делом займемся лавашом. Я взяла большой лист лаваша и нарезаю его с помощью ножниц на небольшие кубики. Можно использовать нож, но ножницами кухонными намного быстрее и удобнее. Кубики должны быть примерно одинакового размера. Противень застилаем пергаментной бумагой, высыпаем лаваш и равномерно распределяем, чтобы каждый кусочек в процессе выпекания подрумянился. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 180 градусов. Наша цель – подсушить лаваш до золотистой хрустящей корочки. Это займет около 10-15 минут. Важно следить, чтобы он не подгорел, иначе появится горечь. Когда лаваш станет румяным и хрустящим, достаем его из духовки и даем остыть. После этого просто разминаем руками, либо слегка прокатываем скалкой. Должна получиться мелкая хрустящая крошка. Это будет основа нашего десерта, напоминающая коржи Наполеона. Теперь я приготовлю начинку. У меня пюре из малины, оно было замороженное, я отправляю его в сотейник, периодически перемешиваю, пока пюре станет жидким. Теперь добавляю по вкусу сахарную пудру либо сахар. Пробуем на этом этапе, как вы хотите. Можете с кислинкой, можете сделать абсолютно сладким. Перемешиваю. Клубника у меня замороженная. Можно взять свежие ягоды. Нарезаю небольшим кусочком и добавляю к пюре. Варим буквально минуту. Ягодки не должны развариваться, они должны быть целостные и чувствоваться в десерте. Можно не добавлять ягоды, но мне захотелось именно в таком варианте. Выключаем и даем полностью остыть. Ягодное пюре можно приготовить заранее. Теперь займемся кремом. В миску я добавляю жирные сливки. Теперь сделаем крем. В глубокой миске соединяем охлажденные сливки. Они должны быть обязательно холодными и процентность выше 30. Начинаем взбивать миксером на средней скорости. Я добавлю еще ванильный сахар для аромата. Взбиваю до плотных пиков, теперь добавляю творожный сыр и сахарную пудру. Хорошенько перемешиваю, пробую на вкус и добавлю еще сахарной пудры. Я хочу, чтобы мой десерт был слегка сладковат, не приторный, поэтому обязательно пробую и затем решаю, добавлять еще или не нужно. Крем готов. Распределяю его в кондитерский мешок, так формировать десерт намного легче. Для формирования десерта я взяла такие стаканчики одинакового размера на 250 мл. На дно стакана сначала отправляю крем. Высота где-то на 1 палец. Затем добавляю 2 чайные ложки ягодного пюре. Напоминаю, что ягодное пюре обязательно должно быть холодным. Никогда не смешивайте продукты разной температуры. Это повлияет на вкус и сроки хранения блюда. Затем 2 чайные ложки крошки. Теперь повторяем слоя. Крем.
крошка. И украшаю десерт свежими ягодами. Такой десерт можно формировать не только в стаканчиках. Можно взять креманки или просто красивую форму. Посыпаю сахарной пудрой. Можно также добавить мяту или шоколадную стружку по желанию. Десерт можно подавать сразу, тогда он будет хрустящий и освежающий. А можно дать ему немного настояться в холодильнике хотя бы 30 минут, чтобы крошка немного пропиталась кремом. В обоих случаях получится потрясающее блюдо. Это отличная альтернатива классическому Наполеону, без возни с коржами, раскаткой и выпечкой. Да и внешний вид у десерта просто шикарный. Никто не подумает, что это все из обычного лаваша. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. У меня на канале есть много простых и эффектных рецептов, которые легко повторить дома. Спасибо, что были со мной. До новых встреч и вкусных вам экспериментов на кухне. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.